Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня я хочу показать, как задекорировать шар короны. Покажу, как прикрепить и, конечно, сделать полный декор. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Для сегодняшнего урока мне понадобится, конечно же, шар. Как обрабатывать шар, видео предыдущее есть на моем канале, ссылку я оставлю. Мне понадобится вот такая корона, клей, аппликатор для удобства, разные стразы, стразовая цепочка и строительный нож. Сама заготовка короны у меня вот с таким дном, поэтому я его вырежу. Я буду использовать строительный нож, можно использовать паяльник. И я просто вот так вот ножом сейчас буду несколько раз проводить и надрезать. Сначала я просто делаю контур. И теперь еще сильнее нажимаю. Надо работать аккуратно. И вот так постепенно я сейчас все надрежу. Ну вот сейчас я уже ножом попала вовнутрь, и сейчас она уже режется намного легче. Вот я полностью сейчас отрежу дно. Вот что получилось. И теперь аккуратно еще вот так под углом сейчас сделаю надрезы, чтобы убрать как можно больше отсюда все. И продолжаю работу. Ну вот, я лишнее убрала. И теперь беру и корону примеряю. Вот здесь есть вот такие отметки. И как раз можно себя проверить, ровно ли вы подклеили стразовую цепочку. И теперь вот здесь смотрю, где мне надо лишние несколько звеньев убрать, чтобы корона у меня легла ровно. Я беру ножиком и вот эти два ряда страз убираю. Снова примеряю. Так, следующее. И вот так постепенно убираю все 4 ряда. Можно это делать пинцетом, кому как удобнее. И со всех 4 сторон убираю лишние стразы. Теперь примеряю корону. Вот у меня все ровно ложится. И теперь мне надо украсить вот эту верхушку. Поэтому я убираю пока корону. Беру клей и достаточно так обильно вот сюда наношу, чтобы украсить верхушку, чтобы она у нас не была такая страшненькая. Ну, она не страшненькая, но все же хочется ее украсить. И теперь я насыплю стразы. Вот такие у меня есть стразы. И чтобы они никуда не рассыпались, я беру вот так корону, ее укладываю на место. И теперь насыпаю стразы. И вот они там никуда не... И теперь вот немножко вот так все подправлю и даю закрепиться. Теперь лишние стразы снова высыпаю в стакан для следующего использования. Так, убираю корону и подчищаю все остальное. И, конечно, по необходимости все поправляю. И у нас получается красивая верхушка. Верхушка у меня украшена. Теперь я беру клей, достаточно так обильно наношу на корону и даю немного клею как бы закрепиться. Не сразу клею, а чтобы он немножко таким тянучим стал. И теперь я аккуратно вот так одеваю вешалочку и подклеиваю корону. Вот на эти места, где у нас, где мы подготовили под корону.
и даем закрепиться. И пока шар у меня и корона подклеиваются, я подготовлю материалы. Вот здесь у меня будет стразовая цепочка, и я уже отмерила, у меня идет там 13 звеньев, поэтому я заранее нарезаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и еще одна. Вот таких отрезков 8 штук. И также у меня украшено вот здесь. Там у меня идет по 6 звеньев. Раз, два, три. И так я нарезаю, подготавливаю материалы. Также я подобрала стразы. Это у меня вот из таких вот комплектов. Тут разные стразы, и можно все подобрать. И для начала я по всему диаметру подклею стразовую цепочку. Я наношу клей и просто ее подклеиваю. Так укладываю и немножко под натяжением подклеиваю. Слежу за тем, чтобы все звенья у меня смотрели вверх. Так, салфеточка, салфеточка. Ничего сложного. Наносим клей и подклеиваем. И, конечно, все края цепочки между собой подклеиваем. И продолжаем работу. И также я подклеиваю вот сюда отрезки, которые я нарезала по 6 звеньев. Вот сюда я решила подклеить, чередовать белые прозрачные и темно-синие стразы. Наношу клей. Здесь у меня темно-синий. Следующий идет прозрачный, серебро. Вот что получается. И продолжаю работу. Вот эти края я задекорирую цепочкой 13 звеньев, которые заранее нарезала. Наношу клей. И теперь аккуратненько укладываю цепочку. Лучше схватить конец цепочки пинцетом, чтобы удобно было работать. И все аккуратненько поправляем. Края стараемся подклеить вот сюда к вершинкам. И продолжаем работу. Работа идет медленно, но все красиво получается. Наношу клей. Даю клею немного постоять. Тем временем я беру цепочку и вот так аккуратненько все укладываю. И продолжаю работу. Цепочки я подклеила, и теперь вот сюда на верхушке нанесу клей и также в шахматном порядке, где вот у меня был темный камень, здесь темный и здесь вот светлый. Там я подклею капельки. Я наношу достаточно много клея. И вот так аккуратненько укладываю камень. Укладываю чуть ниже и затем пододвигаю. Вот чуть-чуть ниже и пододвигаю. Можно даже вот так наклонить, чтобы у нас все было ровненько. Клей подклеит сам страз и цепочки. И продолжаю работу. И я решила добавить немного страз. Здесь у меня будут 20 номер.
Нанесла клей, чуть-чуть подождала и подклеиваю. Также сюда повыше будет у меня 30 номер. Вот такие покрупнее. Подождала чуть-чуть, клей закрепился, теперь можно клеить. И так продолжаю работу. И вот здесь на уголках также подклею маленькие стразы. Это у меня будет 12 номер. Добавим к короне немного блеска. И вот что получается. И так двигаюсь вперед. Буквально капельку клея. Укладываю стразы и пододвигаю вверх. И продолжаю работу. Ничего сложного. И вот что получается. И также я подклею вот сюда стразы. Здесь можно выбирать любой размер. У меня это 12 номер. И продолжаю работу. И вот здесь на границе шара и короны я также подклею стразовую цепочку. Я нарезала заранее, сколько мне надо звеньев. Это уже каждый измеряет под свой шар. И вот так вплотную все подклеиваю. И продолжаю работу. Вот такие королевские шары у меня получились. И мне очень нравится полученный результат. Обожаю сочетание темно-синего и серебра. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен и вы узнали что-то новое. В следующем уроке я покажу, как сделать вот такой шар, как задекорировать, как сделать бантик и украсить филигрань. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.